Но Феликс все эти годы он постоянно переживал, что ты делаешь там в подвале, зачем тебе так долго быть, чтобы я была у него на виду, чтобы он мог еще больше меня контролировать. Буду говорить по-английски, а у меня в ухо должно русский перевод идти. Очередные находки из гараж-сейла. Ребята, привет! Сегодня с вами Татьяна на канале «Американская жизнь русской жены». В офисе. Хотела сказать, в офисе у своего мужа. Но нет, в нашем офисе. Скоро буду говорить. Сегодня у нас большой день, я так считаю. Потому что мы занимаемся перестановкой. И будем устанавливать стол. Честно признаюсь, Феликс давно об этом мечтал. Это не моя идея. Наоборот, я хотела отдельно, честно признаюсь, что как бы мне свое пространство, я хочу быть сама, чтобы меня никто тут не дергал, как-то свой офис. Вот я сначала думала, что я сделаю в спальне. Сейчас дверь закрою. Потому что Дед Мороз-то работает. Мы сегодня вообще очень работаем. Прям спорт, видите. У меня в бейсменте мой офис. И он достаточно большой. И мне это очень нравится, потому что очень много пространства. Я не люблю маленькое пространство. Вот, мне даже кажется, у меня есть клаустрофобия. Но тем не менее. Года 3, это, по-моему, у меня уже продолжалось, что там была моя территория. Потом девочки съехали, и я планировала, что я перееду в маленькую комнату в подвале. Но сложились так обстоятельства, что Радмила начала учиться, и, соответственно, самостоятельно жить не сможет. Нужна помощь родителей. И Радмила вернулась. И я так и осталась в living-руме, в подвале, в большой комнате. Но Феликс все эти годы он постоянно переживал, что ты делаешь там в подвале, зачем тебе так долго быть. Он не понимал, как я занята. Ну, вы, по-моему, больше меня понимаете, насколько я занята, сколько всего происходит. И все это происходит за рабочим столом. Большая часть процесса создания таких шедевров. И, соответственно, он все время говорил: давай в офис, давай в офис. Вы знаете, что я все время Феликса куда-то склоняю, да, давай здесь переставим, давай туда поедем, давай здесь сделаем. Он по-своему тоже этим же занимается. Потихонечку склонял меня к тому, чтобы я переехала в офис, чтобы я была у него на виду, чтобы он мог еще больше меня контролировать. Типа, я там, наверное, ничего не делаю, отдыхаю. Я, конечно, утрирую, но отчасти это связано с тем, что Феликс все время хочет, чтобы я была рядом с ним. Но это такая характерная черта и моего американца, и очень много таких американцев. Вот он даже купил мне стол, такой же, как у себя, двигающийся, но не такой шикарный. У него стол-то вообще супер-пупер. У него стол очень цивильный. Вот, дорогой. Мне он купил белый китайский. Ну, какая разница? По крайней мере, он будет двигающийся. Я хотела, чтобы у меня был двигающийся стол. И я переезжаю в офис. Смотрим один из самых любимых моих фильмов «Отец невесты», 2 часть. Заодно собираем столик. Конечно, собираем, это громко сказано. Феликс этим занимается. Он сказал, меня позовет, если надо будет. Вот. Я мою очередные находки из гараж-сейла. Вот.
Мы вчера ездили и вот такие вещи приобрели. Очень вот это из Греции. Это подставка такая, знаете. Я говорю, Феликс, для чего? Он говорит, для цветов. Но я не знаю, мне кажется, что это другое. Что-то очень тяжелая вещь. И что Феликс давно искал. Вот такая штучка. Я не знаю, как это называется. Статуэтка. Это коллекция. Он сказал, что вот это не так важно, как вот это. И вот я сейчас их буду вытирать. И они в подвал в нашу коллекцию будут спускаться. У нас там уже много всего набралось. Да, немножечко покажу уже какой-то этот проход, результат. Там будет это плаг, да, вот здесь. Здесь. Кроссворд решаем. Просто удовольствие. А я уже почти все помыла. Так, это в офис пойдет. Здесь фотографии наши поставим. Смотрите, как симпатично. Кстати, мне на Новый год подарили переводчик. То есть, как слуховой аппарат одеваешь. Вот здесь наушники. Вот, одеваешь. И буду говорить по-английски, а у меня в ухо должно русский перевод идти. Это очень прикольно. Посмотрим, как это будет работать. Если это работает, то технологии, конечно. Зачем мне учить английский? Здесь уже все схвачено. Шучу. Но такой подарок есть. Мне интересно его попробовать. У меня одна догадка. Я думаю, почему старые дома пахнут старьем? Вот это деревянное изделие. И от нее повеяло запахом. Я понюхала, это дерево пахнет. Я думаю, поэтому из старых домов нельзя как бы выветрить запах старости, потому что дерево уже пропитано этим. Вот здесь пахнет, я думаю, это надолго. Но в нашем доме, надеюсь, ненадолго. Вот. Остались эти две штучки, буду сейчас ими заниматься. Смотрите. Смотрите. Уже какой-то этот образ собрался. Же almost done. Ну, это заняло много времени, уже часа 4. Ну что, смотрите, я уже подняла положение, когда я могу стоять стоя. Мне так понравилось. Все. Жизнь заиграла новыми красками. Так, эта клавиатура, я еще здесь не до конца, место для клавиатуры еще не до конца разложилось. Ну, дешевый вариант. Это вам не дерево. Тут все доводчик. У меня доводчик сама довожу. Но есть приколюшки, ребята. Ну, чтобы как-то скрасить этот вариант, у меня есть подсветка. Ну-ка, включись. Вот, видите? У меня есть подсветка. Можно настроить. Угу. Спасибо. Хотя бы подсветочку сделали. Ну все. Работай, Татьяна. И молчи. Кресло придется у Радмилы взять розовое, потому что мое большое, тяжелое. Я отдам Радмиле. Я очень рада. Ну, я не рада, что я буду разделять ее с другим перцем, но он здесь появляется редко. Раньше он дома сидел, несколько месяцев. Теперь он на работу ходит.